Зеленский встретился с Рубио. Сразу начали с обсуждения предстоящих переговоров с Россией. Зачем после разговора президент Украины позвонил в Америку? Зеленский назвал цифры военнопленных россиян и украинцев и озвучил приемлемые схемы обмена. Самое важное с Мюнхенской конференции – выступление Рубио, Зеленского, Стармера и Ван И. Все самое важное. Зеленский жестко высказывается в адрес Орбана, упоминая его живот. Орбан в ответ благодарит президента Украины. За что? Правительства 5 стран подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен в тюрьме веществом эпиботидин. Это яд из кожи эквадорской лягушки. Что ответила Россия? Сенсационные признания. Операцией по похищению Николаса Мадуро руководил искусственный интеллект. История, которая растрогала миллионы. Макак по кличке Панч из японского зоопарка стал звездой соцсетей. Об этом и не только. Подпишитесь. Время начать. Владимир Зеленский встретился на полях Мюнхенской конференции с госсекретарем Соединенных Штатов Марком Рубио. Президент Украины сказал, что проинформировал госсекретаря о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Также обсудили трехсторонние переговоры по миру в Украине. После разговора с Рубио Зеленский дистанционно пообщался со спецпредставителями президента Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, стороны рассчитывают, что переговоры будут результативными. Также обсуждались наработки после встреч в Абу-Даби. Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе, отметил Зеленский. Но уже стало известно, что на переговорах в Женеве Киев хочет предложить новое энергетическое перемирие. Об этом заявил в Мюнхене секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Напомним, трехсторонняя встреча украинской, российской и американской делегаций запланирована на 17 февраля в Женеве. Очевидно, что еще одним вопросом, который может быть результативно решен в Женеве, это обмен военнопленными. Примерно 7 тысяч украинских военных находятся в российском плену. В украинском чуть более 4 тысяч россиян, заявил Зеленский. Если они будут готовы к обмену всех на всех, отлично. Если обмен 1000 на 1000, не идеально, но хорошо. Но даже если они готовы к обмену 100 на 100, любой шаг в этом направлении для нас является положительным решением, сказал Зеленский. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на панельной дискуссии «Долговременная поддержка Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности» и сделал акцент на критической роли противовоздушной обороны. Он поблагодарил европейских партнеров за участие в инициативе ПРЛ по производству ракет для комплексов «Патриот» и других систем ПВО. По словам Зеленского, чем дольше продолжается война, тем больше ресурсов получает агрессор, а значит, санкционное давление необходимо усиливать. Президент отметил, что только за январь украинские силы отразили около 6 тысяч дронов типа «Шахед». При этом запасы ракет для защиты не бесконечны. Зеленский подтвердил готовность Киева к переговорам с Соединенными Штатами и европейскими союзниками, однако подчеркнул, гарантии безопасности должны стать обязательной частью любого мирного соглашения. Он также заявил, что Украина сможет провести выборы при условии 2-месячного режима прекращения огня. Что означает месяц войны для Путина? Только в декабре наши силы ликвидировали 35 тысяч убитыми и ранеными. В январе — 30 тысяч. За 1 километр территории Россия платит жизнью сотнями своих солдат. Путин не живет, как обычные люди. Он не может представить себе жизнь без власти или после власти. Обычные вещи его не интересуют. Путин больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с любым живым человеком о реальной жизни. Американцы часто возвращаются к теме уступок. И слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте того, что Украина должна дать, а не Россия. Европа практически не присутствует за столом переговоров. Это большая ошибка, на мой взгляд, действительно большая ошибка. Мы, украинцы, пытаемся полностью вовлечь вас в этот процесс, чтобы интересы и голос Европы были учтены. Ни один день, ни одна возможность защитить жизнь не могут быть потрачены впустую. Каждый, кто стремится к безопасности и миру, должен это понимать. Каждый день имеет значение. И я благодарен каждому американцу, который помогал нам, несмотря ни на что. Спасибо. Без вас, американцев, европейцев и всех, кто с нами, было бы очень трудно удержаться. Большое спасибо. Одна из худших вещей для лидера воюющей страны — слышать от командующего воздушными силами, что запасы ракет исчерпаны. Они уже использованы для отражения атак России. Ракеты для ПВО, которые нам поставили в воскресенье, были использованы уже в четверг.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Вашингтоне не уверены, насколько серьезно Россия настроена на достижение мира в Украине. Он отметил, что Организация Объединенных Наций оказалась неспособной сыграть решающую роль в урегулировании конфликта. По словам Рубио, при посредничестве Соединенных Штатов Москве и Киеву удалось сократить перечень спорных вопросов. Однако самые сложные темы по-прежнему остаются нерешенными. В то же время значительная часть его речи была посвящена отношениям между Америкой и Европой. Марко Рубио подчеркнул, что для прочного партнерства Европа должна быть сильной и способной брать на себя большую ответственность. В беседе с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером вновь прозвучала тема войны в Украине и перспектив мирного соглашения. Как отметил ведущий дискуссии, сегодня этот вопрос обсуждается буквально на всех площадках форума. Практически нет ни одной панели или встречи, где бы не поднималась тема необходимости скорейшего установления мира в самом сердце Европы. Много дискуссий было в этом зале. И относительно мирных переговоров, и относительно того, сколько времени еще понадобится, и относительно того, готовы ли русские договариваться. Пожалуйста, ваше мнение обо всем происходящем. Положительный момент заключается в том, что мы сузили круг вопросов, которые мешают урегулированию, но отрицательный момент заключается в том, что остались самые сложные вопросы. Я не знаю. Мы не знаем, серьезно ли Россия относится к окончанию войны, намерена ли она это делать, мы не знаем, на какие условия согласится Россия, но мы продолжаем наши попытки. Соединенные Штаты тем временем наложили новые санкции на российскую нефтяную промышленность, и в ходе обсуждения с Индией мы надавили на нее, чтобы она перестала покупать российскую нефть. Продолжается программа PURL, которая позволяет поставлять американское оружие Украине. Речь идет не о выигрыше времени, речь идет о достижении результата, который устроит Украину, который примет Россию. Пока что очертания не ясны, но я думаю, что хорошо, что впервые на прошлой неделе состоялась встреча технических экспертов. Во вторник переговоры продолжатся. В общем, мы будем продолжать делать все возможное для окончания этого вооруженного конфликта. И я думаю, что никто в этом зале не против переговоров для достижения мира, если мир будет прочным и справедливым, и к этому мы будем продолжать стремиться одновременно использовать санкции. Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар ответил негативно на вопрос, откажется ли Индия от российской нефти. Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что Индия по-прежнему будет самостоятельно принимать решения, и эти решения не всегда вам будут по вкусу. Мы это понимаем. Вам придется с этим смириться. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европе необходимо наращивать жесткую силу и быть готовой к борьбе, если международная обстановка и ситуация на континенте этого потребуют. По его словам, безопасность требует не только слов о солидарности, но и реальных военных возможностей. В свою очередь, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский Союз должен воплотить в жизнь положение о взаимной обороне, закрепленное в его учредительных документах. Это настоящее европейское пробуждение, и это только начало того, что нам нужно сделать. Мы должны создать европейскую основу стратегических факторов в космосе, в разведке и в области нанесения глубоких ударов. Ни одно табу не должно оставаться без внимания. Я считаю, что пришло время воплотить в жизнь положение о взаимной обороне Европы. Взаимная оборона — это не факультативная задача для Европейского Союза. Это обязательство, закрепленное в нашем договоре. И на то есть веские причины. Это наше коллективное обязательство поддерживать друг друга в случае агрессии. Или, проще говоря, один за всех и все за одного. И в этом смысл Европы. В это действительно нестабильное время Европа, и в частности Великобритания, должны сблизиться в вопросах безопасности, экономики, защиты наших демократий. За 10 лет до Брексит наше будущее так же неопределенно, как и прежде, дорогой Кир. Сегодня мы не на перепутье. Дорога впереди прямая и ясная. Мы должны наращивать нашу физическую силу, потому что это валюта нашего времени. Мы должны уметь сдерживать агрессию, и да, если необходимо, мы должны быть готовы бороться, делать все, что потребуется, чтобы защитить наш народ, наши ценности и наш образ жизни. И как Европа, мы должны стоять на своих двух ногах. И сегодня я могу объявить, что в этом году Великобритания направит свою авианосную ударную группу в Северную Атлантику и Крайний Север. Во главе с авианосцем Prince of Wales, действующим вместе со Штатами Канадой и другими союзниками по НАТО, что станет мощным подтверждением нашей приверженности евроатлантической безопасности. После выступления Марко Рубио европейские лидеры отреагировали сдержанно, но ясно дали понять: сигнал из Вашингтона услышан.
Некоторые политики согласились с тезисом о том, что Европе необходимо укреплять собственную обороноспособность и брать на себя большую долю ответственности. Речь государственного секретаря меня очень успокоила. Мы его знаем. Он хороший друг, сильный союзник. И для меня было очень обнадеживающе выслушать его. Мы хотим сильной Европы. И это, я думаю, послание сегодняшнего дня, которое было отражено. Я думаю, совершенно очевидно, что нам не следует погружаться в теплую ванну самоуспокоения и думать, что, следовательно, все, что мы делаем, это подтверждаем продолжение того, что у нас было последние 80 лет. Это было бы ошибкой. И это было бы особенно ошибкой для Европы. Потому что я твердо убежден, что Европа на протяжении многих лет недостаточно делала для своей собственной обороны и безопасности. Конфликт в Украине высветил это и показал, что это реальность. Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности предостерег Соединенные Штаты от поспешных шагов по дистанцированию от Пекина и разрыву экономических связей. Он призвал Вашингтон проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Китая. По словам Ван И, наилучшим сценарием для двух стран остается сотрудничество и сохранение устойчивых торгово-экономических отношений. Глава китайской дипломатии подчеркнул, что попытки разъединения и разрушения глобальных цепочек поставок могут лишь усилить конфронтацию и создать дополнительные риски для мировой экономики. Я думаю, что в наших двусторонних отношениях есть два разных направления. Одно из них заключается в том, что Соединенные Штаты смогут разумно и объективно понимать Китай и проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Китая, и что обе стороны будут работать вместе в одном направлении и расширять свои интересы. Это приведет нас к сотрудничеству. Так что это действительно будет наилучшим результатом для обеих стран и для всего мира. Другая перспектива — это стремление к разрыву связей с Китаем, разрыву цепочек поставок и противостоянию Китаю по всем вопросам исключительно на эмоциональном, импульсивном уровне. Таким образом, они объединяют все эти небольшие круги и пытаются отделить Тайвань от Китая, нарушая красные линии Китая, что весьма вероятно подтолкнет Китай и Соединенные Штаты к конфликту. Но Китай с нашей стороны хочет видеть первую перспективу, и я полагаю, вы разделяете это мнение. Но Китай хорошо подготовлен к решению любых рисков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в Будапеште перед своими сторонниками с резкой критикой руководства Европейского Союза и НАТО. Он заявил, что в Брюсселе якобы существует план, предполагающий вовлечение Европы в полномасштабную войну до 2030 года. По словам Виктора Орбана, европейские институты сознательно подталкивают континент к военной эскалации. Также он обвинил ЕС в намерении заставить всех европейцев воевать в Украине. Европа решила начать войну к 2030 году. Она может говорить, что этого не хочет, не может и не планирует. Но она приняла такое решение. Апрельские выборы станут последними венгерскими выборами перед войной. Следующему правительству придется решить вопрос войны и мира. Брюссель решил, что он победит русских на территории Украины. Подготовка к войне ведется повсюду, кроме Венгрии и Словакии. Пока у власти национальное правительство, мы не будем отправлять оружие Киеву. Они не смогут забрать наши деньги и не смогут забрать нашу молодежь в Украину. Зеленский грубо отозвался об Орбане, выступая на Мюнхенской конференции. Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта, заявил украинский президент. Орбан ответил на резкие слова Зеленского в свой адрес. «Дорогой Владимир Зеленский, спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский Союз. Она значительно поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако вы кое-что неправильно понимаете, эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза», написал Орбан в X. 5 европейских стран – Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды – заявили, что Алексей Навальный умер в результате отравления эпиботидином, сверхтоксичным веществом, которое получают из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном британским форин-офисом. По данным сторон, эпиботидин был обнаружен в образцах биоматериалов политика, которые его семье удалось вывести за границу. Несколько независимых лабораторий подтвердили наличие токсина. В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это вещество не встречается в природе на территории России и отличается высокой токсичностью. Навальный, лидер российской оппозиции и главный оппонент Владимира Путина,
умер в колонии 2 года назад после возвращения в Россию. Ранее он проходил лечение за границей после отравления боевым веществом «Новичок» в 2020 году. Российские власти отрицали причастность к тому инциденту и заявляли, что в колонии политик скончался по естественным причинам. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что во время рейда по захвату Николаса Мадуро Пентагон впервые применил системы искусственного интеллекта для планирования операций. По данным публикации, речь идет о нейросети Claude, разработанной компанией Anthropic, которая использовалась в связке с аналитической платформой Palantir. Программные решения Palantir уже много лет применяются американскими военными для обработки больших массивов данных и координации операций. Как отмечает Reuters, многие технологические компании создают специализированные инструменты искусственного интеллекта для нужд вооруженных сил. Часть таких систем работает в закрытых сетях, используемых для военного управления и оперативного планирования. В Нью-Йорке проходит New York Fashion Week, одно из главных событий мировой модной индустрии. Неделя моды проводится дважды в год. В феврале показывают коллекции «Осень/зима». В сентябре – «Весна/лето». В этот раз почти 60 брендов представляют новые линии для байеров, прессы и профессионального сообщества. Попасть на закрытые показы можно только по приглашениям, которые получают представители медиа, дизайнеры, знаменитости и инфлюенсеры. Доступ к ним остается крайне ограниченным. После сложного года для отрасли дизайнер Серджио Хадсон признался, что рад вернуться на подиум и отметил, что индустрия переживает непростой переходный период. Он вошел в десятку дизайнеров, чьи показы профинансировали организаторы, чтобы частично покрыть высокие расходы. Неделя моды в Нью-Йорке продлится до 16 февраля. Индустрия, я имею в виду, это не секрет, об этом пишут во всей прессе. Индустрия находится в переходном периоде, и мы как бы застряли в этой суматохе. Поэтому нужно просто иметь возможность показывать и представлять коллекцию в этой суматохе и не чувствовать, что тебя скоро может уже и не быть. Понимаете? И вся работа, которую мы проделали за 10 лет, может быть потеряна, но мы все еще здесь. Когда я представлял себе шоу, я думал, я хочу белый ковер, но не белый, а скорее кремовый. Вот о чем я думал, и поэтому мы начинаем с этого, а затем сразу переходим к глубокому черному цвету, знаете, контраст, и, конечно же, будут яркие цветовые акценты, потому что это просто мой стиль. Новая звезда соцсетей – маленький макак по кличке Панч из японского зоопарка. История малыша растрогала миллионы пользователей. Почти сразу после рождения его бросила мать, и детеныша выхаживали сотрудники зоопарка. Чтобы помочь Панчу справиться со стрессом и одиночеством, смотрители подарили ему мягкую игрушку. Она стала для него символической мамой. Макак повсюду носит ее с собой и прижимает к себе, когда волнуется или чувствует неуверенность. После публикации трогательного видео посетители стали специально приезжать в зоопарк, чтобы увидеть малыша. Однако даже среди сородичей Панч по-прежнему крепко обнимает свою плюшевую маму.